на задание. На часах полночь. Мы сидим на вокзале рядом с аэропортом в городе Штутгарт. Нас джоб-центр послал в командировку. Сейчас мы с Ладой находимся на вокзале. Здесь останавливаются автобусы, международные автобусы. И нам ехать сегодня целую ночь. «Бонджорно, сеньори Дженова», сказал водитель нашего автобуса, когда мы подъехали сюда. Друзья, мы ехали в солнечную Италию, а приехали в какую-то туманную. Ну, по крайней мере, дождь не идет. По дороге был страшный туман. Посмотрите, мы находимся в Генуе. Мы сами еще не понимаем, где мы находимся, но первое впечатление у меня — это хаос. Сплошной хаос. Мы ехали по серпантинам. Вправо, влево, вверх, вниз, вправо, влево. Выжил, ему стало плохо. Я просто бледный сейчас и мертвый. Меня стошнило в этом автобусе. 10 часов езды, друзья. 45 евро с человека. Из Штутгарта в Геную за 10 часов. Хоп, и мы здесь. Правда, чуть не вырвал. Тяжело путешествовать на таких автобусах. Это автобусы Flixbus. Вообще атмосфера здесь абсолютно отличается от немецкой. Здесь какие-то кенты ходят такие, все расслаблены. Люди ходят, здесь живут, здесь чувствуется сразу энергетика жизни. Тут курточки по 18 евро сразу на рынке, на вокзале, в магазинчике. Маленький магазинчик и куча дешевых вещей сразу. Дешевые фрукты сразу. Куча людей сразу, какие-то забегаловки, кафешки, посмотрите. Мы ехали еще через Милан, и я сразу заметил, там очень много мотоциклов, мотороллеров. Гораздо больше, чем в Германии. Здесь небольшой рыночек. По 10 евро какие-то кофточки, но это точно секонд-хенд. Вот секонд-хенд по 15 евро джинсы. Ну там такое тряпье. Вот какие-то магазинчики. В общем, нам до отеля идти 20 минут пешком, и мы решили пройтись и порассматривать все. Короче, тут свобода. Попадаешь свободно. Ну тут, короче, нету порядка. Идея порядка здесь не присутствует. Но это нам близко, потому что мы выросли в стране, в которой тоже не было порядка. Поэтому нам здесь как бы привычно. Блин, посмотрите, как отличается архитектура от немецкой. Прямоугольные, ну пошарпанные это да, но я имею в виду, посмотри, просто прямоугольные высокие домики, как столбы стоят. И белье на каждом доме висит, почти в каждом окне, смотрите, веревки и белье. Класс. Свобода. Лада видит в этом свободу. Это в какой-то мере безалаберность и неухоженность. Мне нравится. Мы такие идем вдоль этой улицы, а здесь все время стоят какие-то парни, и похоже, что они что-то продают. Всякие подозрительные кенты стоят под стеной. Да. Маму кидал, увидел, что ты его снимаешь, и как бы дернулся. Мы вовремя спрятали камеру.
Ага, я там парня такого снимал, а он даже хотел меня остановить. Мы сейчас идем вдоль порта. Это вот дорога наверху на мосту, она огибает такую бухту большую, в которой расположен порт генуэзский. Там, я смотрю, кораблей всяких, мачт много. Но мы еще посмотрим. У нас отель, кстати, находится совсем рядом с этим мостом. Прям где-то здесь уже. Скоро подойдем. И здесь еще старый центр есть с узкими-узкими улицами. А вот такого точно нету в Германии, мы такого не видели вообще. Это рыба. Просто продаются морепродукты, вот, как у нас на рынке. 8,90. Это что-то такое интересное. 14. Я не знаю даже, что это. Сеппия написано. Рыбка какая-то или что-то такое. Тотано. Ну, Это кальмар. кальмар, да? 16,90. Это рыбка арата. Арака, наверное. 10,90. Ну, короче, много там всего. Так, пахнет, короче. Вот. Слушай, я последний раз в Ирпене на рынке такой запах нюхал, потому что там тоже были такие палатки рыбные. Просто праздник какой-то, куча магазинов, везде пахнет кофе, везде есть все, что ты хочешь, на выбор. То есть ты, пожалуйста, тебе пиццерия, пожалуйста, тебе рестораны, ничего не закрыто, иди ешь, покупай вещи красивые, все открыто, куча людей, дешево. А люди какие разношерстные, посмотри, вообще разнообразные. Вообще. Короче, первое впечатление. Сильная, да. Мы приехали сюда для того, чтобы прочувствовать атмосферу страны, прежде чем принимать какое-либо решение по поводу переездов, там, покупок жилья или еще чего-нибудь. Лада снова залипла на рыбу. Давно не ела рыбы. Килограмм филе 80 евро. Это икра. А, это икра. Да. Я думала, это филе рыбное. Нет. Красная рыбка 30 евро. Слушай, мы не знаем, как они здесь относятся к съемке. Раки 12 12 евро раки. евро. Да? Вот такая рыбка вкусная, 12 евро. Но я не знаю, дорого это или нет. Вот наш отель. Стоит прямо у дороги, возле шумного шоссе. Но ничего страшного. Я выбирал по цене, с одной стороны, а с другой стороны мы читали отзывы. И в принципе неплохие отзывы были про этот отель. Сколько стоит, сейчас не помню, мы посмотрим. По-моему, 52 евро нам номер здесь за ночь обойдется. Здесь, кроме платы за жилье, есть еще налог города, который взимает город с каждого туриста. 3 евро в день. Представьте, здесь турист просто так не может находиться. 3 евро в день. Так, друзья, мы нашли свой отель, называется Ковор 16. А это улица, наверное, Ковор 16. Здесь написано пицца. А где же наш отель? Тут вообще сломаны кнопки. Где наш отель? Может, надо какой-то код ввести? Или просто попробовать зайти? Закрыт. In hotel. Yeah. Ковор, да. Прикол. Смотри, какие узкие двери. Ну да. По-моему, второй этаж написано. Кстати, это все написано в сообщении, мы плохо подготовились, надо было посмотреть. Так, едем на второй этаж, да? Тут написано Ковор. Не знаю. Нажимаем на второй этаж. Главное не потерять сумки, Виталик.
И что, и куда дальше? Надо было с ней поговорить. Неожиданно для нас мы сразу заселились в этот номер. Мы пришли сюда, чтобы оставить свои рюкзаки. А женщина, с которой мы общались через переводчик, потому что она только по-итальянски, мы только 3 слова по-немецки. И, короче, нам пришлось через переводчик общаться, она нам все объяснила и сказала, вы прямо сейчас можете заходить и жить в номере. Обалдеть. Мы друг друга поняли даже без этого переводчика. Язык Она жестов. на итальянском, я на русском, и мы как бы, ну, я понимаю, что она говорит. Она сказала, что у нас будет душ отдельно, есть кухня такая небольшая отдельно, но душ отдельно. Вот этот минус, который не был проговорен. Да, посмотрите, Где, да. этот дом, он, я так понял, просто многоквартирный жилой дом. И на одном этаже они сделали отель, просто вот комнаты большой квартиры превратили в отель. И здесь такая старинная мебель стоит. Сейф для денег, пожалуйста, для драгоценности хранить, все чудо. Слушай, это антиквариат. Ключик, ну да, ты смотри, ты закрываешь, ключ собираешь, это сейф, только он не закрывается. Тут есть тапочки. Вот, можно сюда что-то ложить. Тут вообще О, там какие-то одеяло. одеяла дополнительные, смотрите. Слушай, не поломай только. Вообще-то классно, что нас запустили в 10, а не в 2. У нас 4 часа, как бы мы не знали, где нам быть. Вот, теперь мы можем спокойно расположиться, а потом пойти снимать город уже без вещей, без ничего. О, класс, молодцы, итальянцы, мне нравится, немцы не пустили, немцы, ты помнишь, мы снимали отель за час, они хотели еще 20 евро за то, что мы за час раньше заселимся, а здесь, пожалуйста, они так, да, хорошо, все, украинцы. Попробую кровать. Она хорошая тем, что это не 2 матраса, она разъезжаться не будет, как в тех отелях. Ну матрас такой, как бы. Скрипучий. Он не то, что скрипучий, он мягкий сильно, такой вот, как диван. Посмотри, стул тоже антикварный стоит. Единственное, у нас вид на дорогу вот сюда, прямо на шоссе. Ну ничего, красиво. И если открыть, конечно, окно, то будет шумно. Но если не открывать, то будет отлично. Сказала, что вот это бесплатно. Смотри, тапочки, водичка бесплатно. И вот это все, это там есть чайник, ты можешь вот даже, смотрите, Чай, пирожки, о, отлично. нателла, какой-то джем, то есть мы можем сейчас даже чай. Слушайте, этот номер стоил 47 евро для нас в сутки, но здесь есть еще городской сбор на туристов, да, по 3 евро с человека в день, поэтому плюс 6, получается 52 евро. Это недорого, ну как бы недорого. Это дешевле просто нету в Генуе. Я просмотрел все отели, которые здесь, в этом регионе, и дешевле не нашел, ни на Букинге, ни на других сайтах. Мы, кстати, его забронировали через Букинг. Да, вы молодцы. Давай покажем, какой там кухня, только тихонько, и санузел. Нам дали ключ, да, от санузла. санузла. Еще не разобралась, там, короче, смотрите. Здесь можно делать кофе с молочком. Вот, пожалуйста, чайничек. Класс. Wi-Fi. О, кстати, надо узнать пароль. А вот пароль от Wi-Fi. Даже можем видео монтировать здесь. Часы, такая атмосферка. Видите, столик. Тихонько, только неудобно. Вот такой здесь санузел. Небольшой, но все есть. Есть полотенце, но нету фена. Лада говорит, не обнаружила фена. Есть какое-то мыло даже, вот видите. А фена нету. Ну, все такое немножко подушатанное уже, видите, там, плиточка. Ну, мы здесь на 1 день остановились. Дальше поедем в другое место.
Вот такой первый мной увиденный итальянский двор. Раньше я никогда не был в Италии и не видел никаких итальянских дворов. Смотрите, двор-колодец. Все, идем гулять по Генуе. Бонджорно и грация, все, что мы знаем на итальянском языке. Это город Генуя, итальянцы говорят Генова. Друзья, мы так давно мечтали побывать на море, вот мы уже здесь. Хотя, конечно, сейчас не сезон для того, чтобы купаться, плавать, загорать и всякое такое, но все-таки мы рядом с морем. Это просто уникально. Мы еще здесь нигде не бывали, кроме отеля, и вот вышли к порту. В шоке от всего, что с нами происходит. И самое интересное, что это нас заставил практически сделать джоб-центр. Да, про это вам надо подробнее рассказать, потому что в прошлом видео мы как-то обмолвились о том, что джоб-центр нам прям предложил поехать за рубеж. И люди как-то написали в комментариях, что это совершенно непонятно, какая логика в этом, если джоб-центр должен нас выгонять на работу, а не в путешествие. По логике людей, я прекрасно понимаю людей, джоб-центр должен заниматься тем, что отучившихся на курсах украинцев должен направлять на какую-нибудь работу. Ну и, по мнению людей, на полезную работу. Джоб-центр смотрит на нас не как на тех людей, которые просто катаются и развлекаются, а на тех людей, которые снимают контент в тех городах, в которых бывают. Контент, он продается. Мы его размещаем на YouTube, и из-за этого у нас появляются деньги. Об этих деньгах мы отчитываемся регулярно перед джоб-центром. Они смотрят, что у нас уже достаточно нормальный уровень заработка и осталось немного для того, чтобы выйти на хороший уровень. И все, тогда задача джоб-центра по интеграции нашей в немецкое общество будет выполнена. Любая работа, которая приносит доход и она легальна, она приветствуется в Германии. И заявлять, что Германии нужны только рабочие руки, что работа только тяжелая и физическая, это полезная работа для страны, это очень ограниченный взгляд на жизнь. Каждый человек вечером приходит, включает телевизор или включает YouTube, или слушает музыку, или смотрит кино, и кто-то эти продукты тоже должен создавать. Вот мы с Ладой этим и занимаемся. Конечно, мы приехали в Геную не только для того, чтобы снимать видео. Нас очень интересуют разные европейские страны и возможность в них жить. На всякий случай. Вдруг с Германией не сложится, вдруг что-то пойдет не так. Ну и в первую очередь в Италии есть море. В Италии более теплый климат, и нас это очень привлекает. Мы приехали с целью прочувствовать эту страну, понять, какие в ней люди, как в ней можно жить и, возможно, узнать про недвижимость что-то, насколько нам это удастся. А тем временем мы зашли просто в старую часть города, где все очень интересное. Пошли переулочки наши маленькие, закоулки, да. Всякие закопелочки, которых мы даже в Малаге не видели в Испании. Там тоже есть похожие, но не настолько узко. Вот я не понимаю, как можно Как жить? они живут здесь, да? И белье там еще вешает. Вот. У нас план, друзья, прогуляться по древней части Генуи. Именно по той части, которая строилась еще тогда, когда Генуя заправляла большой частью мира. Строили они свои крепости даже в Крыму. Мы с Ладой были в Судаке на Генуэзской крепости. Смотрите, Слушай, вот ну это очень... традиционное итальянское вывешивание белья. Кстати, здесь, видишь, здесь не на фасадах вывесили, здесь внутри двориков. Поэтому как бы и нормально. И мы снова выруливаем на более широкую улицу со старинной архитектурой. Ой, слышишь, тут чем-то пахнет вкусным. Да. Ресторанчики погнали здесь, магазинчики, ресторанчики. Старые дома в Италии действительно выглядят старыми. Посмотрите, какой портал, такой в античном стиле. И такие пошарпанные стены. А вот на третьем этаже или на втором, там рисунки начинаются уже со второго этажа, которые поблекли, а были когда-то такими, наверное, яркими изображениями. И вот эти вот ставни везде деревянные. Такая мода у них. Или традиция. Вот еще смотрите, какой красивый вход.
Внутри современный магазин. Магазине, касса в магазине. Итальянский звучит очень прикольно, я вам скажу. Мы не знаем значения слов, но мы, по крайней мере, слышим, различаем, как они звучат. Я уже хочу учить Выучить. итальянский. Он такой красивый. Вообще надо, конечно, учить английский. Но что я могу сказать? Вот эта вот женщина, с которой мы общались на итальянском, она английский не знает, итальянцы не знают английского. Здесь надо учить итальянский, чтобы с ними общаться. Скривия Генуя, дом на продажу, 500 тысяч евро, 59 тысяч евро, 4 комнаты, 100 метров квадратных, первый этаж, без лифта, двухквартирном доме 70-х годов, панорамным видом, 7 комнат, терраса на первом этаже. Обалдеть, смотрите, 59 тысяч. Где это? Да. Где это? Ты посмотри, просто мы ищем сейчас на сайте, который называется Идеалиста. Это итальянский сайт недвижимости. Но... Квартира на Виа де Мари, Даванья. Даванья, это не в этом городе вообще, это да? не в Генуе, это да, в том-то и это дело. в окрестностях. Я пытался тоже найти прямо вот здесь, где-то в центре, узнать цены на квартиры в Генуе, в центральных вот таких вот зданиях. Ищем дальше. Пока не нашел. Мы хотим просто как-то общую информацию про цены на недвижимость просканировать, посмотреть для себя. Мы, конечно, понимаем, что в Генуе это очень дорого, это все в сотнях тысяч евро исчисляется любая квартира, особенно в центре. Но позже мы хотим уехать, проехать куда-то в отдаленное, более отдаленное село или городок, и, возможно, там что-то более дешевое будет, потому что нам наша учительница немецкого Рафаэла, итальянка, говорила, что за 60 тысяч точно можно купить большой дом. Вот районы Генуи, посмотри, сколько здесь. Ох, ничего себе. Ну мы даже не понимаем, в каком мы находимся. Центру, смотри, центру. Так, дом в центральной части, 395 тысяч. Но это отдельно стоящий дом. Весь... 5 комнат. А, это квартира в доме или... 8 комнат с подъездной дорогой и садом по периметру. Ага. Антресольный этаж без лифта, 142 метра, 5 комнат. Ну, это один этаж в доме. Да. Ну, цены, в принципе... Смотри, 274 тысячи, мезонин с лифтом, да, 2 ванные комнаты с балконом и подвал, 123,66 метров. Ну, тоже дорого. Слушай, ну, это Генуя, да. Если это Генуя, то нормально, 123 тысячи. В общем, разброс цен такой. 123-500 тысяч за хорошую квартиру или полдома. Дешевле не нахожу, чем 120 здесь. Дом, квартира, меньше, чем 120, 105 тысяч. Смотри, 2 комнаты, 105, да? 105 вот. Это все в центральной части Генуи, нет? Да. Ага. То есть тут, где мы бродим, есть Да. дома такие, ну, возможно, ближе к морю, я не знаю, а может, наоборот, дальше от моря. Если бы там были написаны адреса, можно было бы сходить посмотреть. 158, 390, 125. Ну, дорого. Самой Генуе очень дорого. Нравится здесь, классно, здесь хорошо погулять, вот так вот приехать, недельку потусить, просто, знаешь, может даже 2 недельки, я не знаю, а жить, кому нравится тусовка, классно, посмотри, сколько молодежи, какая вообще атмосфера здесь живая, да, но жить постоянно я бы хотела в селе, не знаю, мне нравится село, ну как село, не село, а какой-нибудь уединенный такой городок небольшой, не совсем село глухое, а такой небольшой, чтобы там спокойно, типа курортного городка. Вот мы уже присмотрели тут возле Генуи, мы поедем смотреть, мы уже как бы так наметили себе, что нам нравится, мы вам покажем. И еще раз смотрим отдаленные деревни, там, говорят, можно купить
дом от 40 тысяч и до 60, вот такой недорогой дом, в котором можно жить. Целый кстати, дом, да. Но там нужно учитывать, там ничего нету, никакой инфраструктуры. Если есть машина, рядом море с пляжами, вот эти городки все, которые будем рассматривать, они рядом. В 20 минут езды на машине, это рядом. 20 минут по И серпантинам, Генуя это не 30-40 очень-то и минут. рядом, пешком не походишь. В общем, это в будущем, друзья, мы проедем в следующих видео. Не рушь мою мечту. А в этом видео мы наблюдаем архитектуру Смотри. здешнюю, местную, и она меня удивляет, кстати, очень красиво. В Германии такого нету, здесь повсюду что-то очень интересное. Чувствуется культура, чувствуется древность. Италия же это колыбель культуры. В эпоху Возрождения здесь жили самые выдающиеся художники, скульпторы, писатели и поэты. Мы приехали в самую богатую часть Италии. Вы нас немножко охладили по поводу Южной Италии, потому что, как бы, да, для мамы будет там сложно, там очень жарко, и как она будет это переносить, потому что мы не рассматриваем переезд свой без мамы никуда. Мы должны учитывать этот факт, и поэтому, наверное, все-таки Северная Италия. Северная, если что, да? Да. Но пока это просто разведка. Друзья, мы хотим понять, что собой представляет Италия. Мы здесь первый раз, напоминаю. Раньше мы про нее только слышали, а теперь бродим по этим улочкам. Но тут точно можно заблудиться. Мы уже с Ладой не знаем, куда мы идем, в какую сторону. Мы, в общем-то, направляемся к пляжу. Хотим через центральные площади попасть к пляжу, но, видимо, без Google навигатора никуда нам не попасть. Кто-то играет на фортепиано. Смотрите, какая милота, друзья. И музыка исчезла, да? Откуда она доносилась? Вот отсюда. Сверху, да? Вот там. А знаешь, Лада, нам нужно немножко побродить молча здесь. Da finire è ristrutturato in classe energetica, bisogna metterci il piattelete e poi dopo entra la casa. Quelli sono poi Надеюсь, тут не опасно бродить вот так вот с камерами. Надеюсь, да. Мы с тобой такие, знаешь, арты пооткрывали. Здесь куда ни брось взгляд, какое-нибудь полотно художественное, изображение искусства. Не зря Италия родила таких мастеров великих, как Леонардо да Винчи. Кажется, мы вышли на какую-то красивую улицу. Здесь все улицы исключительно красивые. Мунисипио. Я так понимаю, что это мэрия. Смотрите, какая мэрия здесь. Мунисипио, я так перевожу себе как муниципалитет. Звучит похоже, правда? Классно. А там внутри стоит такой охранник в традиционной какой-то каске, прям белой. Смотри, как у пожарника. Очень Почему любопытно. такой шапки? А? В котелке. Котелок, да. Слушай, ну куда ни глянь, везде обалдеть. классно. Очень оригинально все. Снова вниз идем? Но она такая вот красивая и пошарпанная. Вот это поражает, да, вот Да, сочетание такого богатства, такого бывшего, наверное, великолепия. И вот все это- потертое, вот как этого эта стена, всего. да? Пошарпанности. Посмотри, ну глянь. Я видел уже, Вообще. да, это красиво.
Лада посидела немного, нашла информацию про аренду квартир в Генуе. Что там пишут? 950 евро, 4 комнаты, 92 метра. Ага. С лифтом. Это долгосрочная аренда? Да, это долгосрочная аренда. Вот. Дальше 870 евро в месяц, 2 комнаты, 52 метра. Квартира, вот такая простая квартира, смотри. 870 евро, 2 комнаты, вот где-то здесь. Слушай, ну это хорошая цена, в Германии такие же. Это без коммунальных, я так понимаю, да? Да. Вот такая квартирка неплохая. Если, допустим, ну, сезонная аренда. Во-первых, сезонная аренда, здесь же это, да. Прибрежные города, они не сдают вот так вот долгосрочно. Они в основном все сдают сезонная, летом одну цену, а на зиму другую цену. Ну вот смотри, 600 евро в месяц, 4 комнаты, 600 евро в месяц, да, в Генуе. Тоже неплохо. Это, наверное, на окраинах. Да, неплохо. Смотри. Вот. 750 евро в месяц, смотри. Ну, в общем, порядок цен понятен. То есть за 500 дома... евро. Я даже нашла за 500 евро в месяц однокомнатная квартира 42 метра. Это у нас однокомнатная 20 метров, 750. Вот такая квартирка. Ну, простенькая, ну все есть, я так понимаю. Вот она стоит 500 евро здесь, в Генуе. Нам, допустим, двоих, конечно. Было бы отлично. Было Но бы помнишь, отлично. мы озвучивали, что в Италии можно снять квартиру за 250 евро? 380 евро. О, уже меньше. Да, двухэтажная квартира, Генуя тоже, смотри. Ты неправильно выставила фильтры, надо было сначала показывать самые дешевые. Наверное. Вот такая вот двухэтажная квартирка небольшая, 380 метров. Представь себе. 350. 350 евро. Квартира-студия. Ну, это такая, как у нас. Маленькая, да? Маленькая. Но все равно у нас ну, же тоже, 500. да, у нас 500, а здесь 350. Здесь 350 дешевле, без то есть, чем коммуналок. в Германии, да. Напоминаем, да. Кстати, я заметил, здесь в этих узких переулках солнце практически не попадает вниз. То есть там вечный мрак. И в квартирах, наверное, тоже. Ой, а это что? Смотрите, вот так вот проходишь, думаешь, что? Ну, да. Неожиданно вдруг открывается такой холл. И всюду хочется заглянуть. Колонны. Идешь так раз. Но здесь никого Попал нету. в какой-то Не знаю, дворец. что это такое. Тут может быть отделение банка. Вот, да, это банк, а дальше непонятно. Офисные здания. А там, наверное, жилые дома, смотрите. То есть жилые подъезды с домами. Да, как и в Германии, написанные на звонках фамилии. И там живут люди. И напротив, все это исторические здания. Все вокруг исторических. Ой, слушай, ладно, не могу не заглянуть. А там вообще Аполлон какой-то. Смотри, это что, музей? Вау! Тут расписные потолки. Это что? Куда мы попали? Это что? Люди живут? Представляешь? Слушай, мне кажется, это простое парадное, да? Тут квартиры людей. Может быть такое, нет? Бюсты всяких римских полководцев. И этот Геракл. Вот так просто. Шел и зашел. Непонятно, что это. Дальше нельзя ходить. Ни консьержа, никого нету. Фрески, ковры старинные. Тут надо деньги брать. Может, это музей какой-то? Может, и музей. Мы еще не читаем на итальянском. Привата. Прорета, привата. Дальше закрыто, значит, дальше не пойдем. Представьте, друзья, вот так внезапно. Бум, стоит огромная статуя. Друзья, ну мы с Ладой вышли на большую площадь. Посмотрели по карте, эта площадь называется площадь Феррари. Посмотрите, какая она просторная. И такие здесь все дома исторические. Стоит большой памятник Гарибальди, памятник полководцу.
здание впереди, здание с колоннами. Такое монументальное вообще. Люди сидят, некоторые спят, отдыхают прямо. Сейчас плюс 14 градусов тепла здесь, и люди сидят на вот этих каменных парапетах, и ничего. О, музыканты! Anche l'abitudine è un bel posto per ritrovare me, ma senza di lei ho ancora quella strana voglia di sentirmi sola, senza di noi. Ora solo Когда пошла на разведку, есть ли тут какой-нибудь супчик, но похоже нету. Баркелло, тут какие-то пиццы. Пицца у них супер популярна. По 5 евро пицца небольшая. По 5 евро какие-то булочки. 4,50, 3 евро. Немножко дешевле, чем в Германии. Да, но супчика нету, да? Не хватает теплой жидкой еды. И мы узнали, как по-итальянски будет суп. Суп называется минестро. А мы сейчас спросим, как же будет сказать: у вас есть суп? У вас есть суп? Хай делла цупа. Теперь не минестро, теперь Супа, я тебе цупа. говорила, зупа. Ну почти. Хай де цупа. В общем, можно по-немецки говорить, они нас поймут. По-немецки зуппе, а тут цупа. А по-русски вообще суп. А он в Макдональдс есть. А в Макдональдс есть супер? Нет. Нет. Кстати, у нас наш оператор немецкий здесь прекрасно ловит телефонную связь и интернет. Без проблем. Ну мы вышли в район бутиков. Здесь уже, видишь, крупные такие магазины. Тезанис я таких не видел. Макс Мара мы видели в Германии. Обрати внимание, мы идем с тобой по мозаике. Я уже обратила внимание, Виталик. Я иду и наслаждаюсь. А ты только заметил. Ну да. Есть, конечно, и люди, которые просят милостыню, сидят. Некоторые с собаками, как в Германии. Между прочим, дай я ему дам денег. Очень обрадовался. В общем, много Посмотри, есть еще сидит и тоже хороший. Но у нас не будет на всех Ну да. по евро. Так знаешь, раздал всем по евро и в конце И улицы сел. сам, да. Сам со шляпой. Женщина лежит? Да, Просто лежит. просто лежит. Ну, живет она там. Я так понимаю, это вокзал железнодорожный. Это железнодорожный вокзал. Вот завтра мы будем с этого вокзала ехать в другой город. Мы теперь знаем, где он находится. И даже вокзал здесь такой помпезный, интересный. Смотрите. Не просто так себе, а все в каких-то деталях. И какие-то балкончики, и какие-то выступы. Очень красиво, мне нравится. Guarda questa è il mare. Что по-итальянски значит: посмотрите, это море. Виталик рад. Это Лигурийское море. И наконец мы к нему пришли. Ура! Лигурийское море – это часть Средиземного моря. Мы пришли почти на закате уже. И сегодня здесь волны. А ты посмотри, какая здесь крупная галька. Галина просто Петровна вообще. Здесь, наверное, очень тяжело лежать. Здесь невозможно лежать, наверное.
Это, Класс! скорее всего, это не пляж, друзья. Это мы вышли в первое доступное место. Обалдеть просто на закате. Посмотри, как красиво. Вот здесь первая пляжная бухта. Там дальше, я смотрю, есть песочек даже. Можно лежать. Здесь на камнях рыбаки. Чаек не слышно, хотя какие-то, это голуби полетели, да? Но запах морской есть. Сегодня 26 февраля еще, зима. Поэтому, друзья, море такое холодное еще. Люди ходят в курточках, плюс 14 градусов тепла на улице всего лишь. Не покупаешься, не позагораешь. Но скоро здесь начнется сезон и будет толпа людей, особенно в тех поселках, в которые мы собираемся поехать завтра. Завтра мы хотим продолжить свой путь в восточном направлении по побережью и побывать в известных и малоизвестных местах, очень красивых, на Лигурийском побережье Италии. Побывать, сами посмотреть и вам показать. А сегодня мы уже с вами прощаемся. Мы добрались до моря, счастливые и уставшие. Нам еще несколько километров пешком возвращаться в наш отель. Но мы прощаемся с вами до следующего видео. Не очень долго, друзья. И хотим пожелать всем счастья, мира, благополучия. И хорошего настроения. Всем Пока. пока.